Это уже 10-е исчезновение в нашем городе. На этот раз пропал мужчина. 32 года. Брюнет. Его приметы. Я отложил местную газету, закурил сигарету и посмотрел в окно. Напротив гостиницы горела неоновыми огнями вывеска бара. Скоро я в него пойду. Мои мысли вернулись в прошлое. Я приехал в небольшой городок по личным делам. Остановился в дешевой гостинице. Вечером решил перекусить. Благо рядом был небольшой бар. В том заведении народу было мало. За стойкой стоял скучающий бармен. Здоровенный бугай. И разглядывал публику. Недалеко от меня, у стены, за стол присел молодой мужчина. На его лице был ужасный шрам. До закрытия заведения оставалось полчаса. Мужчина посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбка получилась какой-то зловещей. Мне стало не по себе. Я встал и пошел в туалет. Внезапно у меня перехватило дыхание, и я потерял сознание. Очнулся я в подвале бара. Ну как я сюда попал? Сердце бешено колотилось. «С тобой все в порядке?» На меня смотрел незнакомец со шрамом на лице. «Не бойся, я помогу тебе». Он снова улыбнулся. Наверху скрипнула дверь, жалобно и протяжно. Затем лязг замка и приглушенный хлопок. Дверь закрылась, ноги затопали по лестнице. На пороге появился бармен, недовольный и злой. Кулаки сжаты так, что костяшки пальцев побелели. Он быстро спустился по ступеням и широким размашистым шагом двинулся на незнакомца. «А ты кто такой? Какого хрена ты тут делаешь?» Человек со шрамом криво ухмыльнулся. В руке он сжимал небольшой топорик для разделки мяса. «Ты больше никого не будешь мучить в своем баре». С этими словами он вонзил топорик в грудь бармена. Потом еще раз. И еще. Меня замутило. Пытаясь не потерять сознание, я с ужасом смотрел на происходящее, ничего не понимая. Рубашка незнакомца практически полностью была залита кровью. Бармен пытался кричать, но крика не получалось. Скорее стон, тихий и булькающий. Кровь заполнила легкие и пошла ртом и носом, пузырилась в ноздрях. Постепенно тело бармена превращалось в кровяную кашу. Незнакомец продолжал тупо смотреть на ползущего в крови человека. Потом он стер рукавом пот со лба, размазывая по лицу багровые брызги. Похоже, самообладание к нему окончательно вернулось. Тяжело дыша и обливаясь потом, незнакомец склонился над барменом. «Эта сволочь подсыпает посетителям отраву, а когда они теряют сознание, он тащит их в подвал и мучает несчастных. За 3 месяца пропало 10 человек. У полиции против него нет никаких обвинений. Люди просто исчезали без следа. Я тоже попал к одному такому бармену. Мне чудом удалось выжить и сбежать. Страшно, что таких тварей много. Я ищу их и приношу свой приговор в исполнение. Так что я тебе жизнь спас». И он улыбнулся. «Спасибо», — ответил я испуганно. Внезапно бармен вскочил и вонзил в незнакомца узкий нож, непонятно откуда взявшийся в его руке. Я бросился на помощь. Несмотря на многочисленные раны, бармен быстро отскочил в сторону и рассек мне ножом лицо. Кровь обильно пошла из открытой раны. Шмяк! Топорик незнакомца вонзился в лоб бармена. Тот рухнул на пол. «Теперь точно все», — слабеющим голосом сказал незнакомец. «Уходи, я уже не жилец. Скоро здесь будет полиция.
Ты же не хочешь остаток своих дней провести в тюрьме? Лучше займись полезным делом. Я затушил сигарету и завернул в газету небольшой топорик для разделки мяса. Затем положил в сумку. Пора. Уходя, я посмотрел в зеркало. На меня смотрел мужчина с ужасным шрамом на лице. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.